Эрдоган восстанавливает Османскую империю. На мир надвигается великий Туран. Новый турецкий султан покоряет мир. В последнее время часто приходится слышать о том, что современная Турецкая республика — это буквально реинкарнация Османской империи, и она буквально сегодня хочет занять достойное место в мировом сообществе, да, полагающейся наследнице Великой империи. Это Алексей Наумов, шоу «Разбор». Сегодня мы хотим разобраться, можно ли говорить о том, что современная Турецкая республика действительно является преемницей и наследницей Османской империи, что вот мультиэтничное исламское государство, да, мы помним, что руководитель Османской империи был также лидером всех мусульман, сегодня находит свое выражение в Республике Турецкой, особенно во главе с Реджепом Таyyипом Эрдоганом. Османская империя, блистательная порта, начала свой путь в конце XIII века, когда Осман I решил объединить под своей дланью тюркские племена Малой Азии. Его вдохновляла идея великого Турана, идея объединения тюркских племен. Это история, уходящая корнями вглубь веков. То есть это такой буквально первородный миф не только Османской империи, но и в целом турок, да, о создании такого вот общего дома, могущественного и полновластного. Две выдающиеся личности, которые во многом сформировали идею Османской империи, это Мехмед II, прозванный завоевателем, после того, как в 1453 году он захватил Константинополь, и Сулейман Великолепный, на царствование которого пришелся золотой век Османской империи. Дело в том, что завоевание Мехмедом столицы Византии стало основой для вот этого особого места Османской империи на карте мира. Османская империя никогда не была только Востоком и никогда не была только Западом. Это было то место, где сливался воедино и Восток, и Запад. Мы знаем, что монархии Европы, христианские, конечно, могли иметь свои претензии к исламской вере османских султанов, но все равно воспринимали их как равных. Когда было нужно, торговали, заключали союзы. Один из союзов, кстати, вот назывался нечестивым, что как же так христианские монархи союзничают с исламским государством, да, исламской империей. Но по факту относились как к равным и принимали как равного. Да и само выражение «блистательная порта» говорит о многом. Роскошество османского двора и роскошество в целом империи привлекали многих европейских путешественников. Да. Османская империя была сочетанием вот этой вот восточной роскоши и понимания Запада. Сулейман Великолепный укрепил султанскую власть, простер свою длань над Средиземноморьем, Средним Востоком и Балканами. При нем население империи достигло 15 миллионов человек. Период его правления не зря считается золотым веком империи. После Золотого века, однако, последовал довольно длительный период упадка. Длительный, поскольку падать пришлось с очень высокой высоты, с высоты османского величия. Многочисленные войны с Персией, войны в Европе, особенно войны с Габсбургами, привели к тому, что постепенно Османская империя стала терять единство, терять целостность и терять территории. Дошло до того, что в XIX веке Османскую империю вполне открыто называли больным человеком Европы. Было понятно, что она находится в глубоком кризисе. Так называемые реформы Танзимата должны были положить конец этому упадку, модернизировать армию и дать всем подданным права вне зависимости от их вероисповедания. Но они не помогли, было уже слишком поздно. Изнурительные войны с Российской империей также не помогали и приводили к все большему ослаблению Османской империи. Большую проблему для османов составлял национализм. Дело в том, что многие народы под властью султана со временем стали ощущать себя нациями порабощенными османами.
Арабский национализм нанес Османской империи большой урон. Христианские народы, которых брала под свое покровительство Российская империя, также требовали создания своих независимых государств. И все эти процессы продолжали откалывать от некогда блистательной порты следы ее былого величия. Фатальным для Османской империи стало участие в Первой мировой войне на стороне центральных держав – Германии и Австро-Венгрии. Война завершилась для турок полным разгромом. В соответствии с Северским мирным договором владения османов на Аравийском полуострове и в Европе, по сути, были разделены. Страна во многом лежала в руинах. Турок из всего этого кошмара спас Мустафа Кемаль, прозванный Ататюрком или отцом всех турок. В 1923 году он объявил о создании Турецкой республики. Турецкая республика времен Ататюрка была противоположностью Османской империи. Это не было религиозное государство, это было государство светское. Большую роль в нем играла армия, и Мустафа Кемаль наводил европейскость и светскость железным кулаком с помощью, в том числе, вооруженных сил под его контролем. Отмена халифата, замена арабской вязи латиницей, признание равенства полов, светское образование. Вот неполный список тех кардинальных реформ, которые в жизнь провел Мустафа Кемаль. После Второй мировой войны, в которой Турция в основном сохраняла нейтралитет, страна постепенно стала переходить к многопартийной системе. Появились разные группы населения с разным видением будущего, но в целом они сходились вокруг тех преобразований, которые со страной сделал Мустафа Кемаль. В 1952 году Турция вступила в НАТО, сделав свой выбор в пользу западного блока и обезопасив себя, как тогда считали турки, от притязаний со стороны Советского Союза. В 80-х годах произошла либерализация экономики. Она привела к притоку инвестиций, к экономическому росту и к увеличению благосостояния. Турция буквально набирала силу. Что интересно, армия все эти годы плотно следила, чтобы Турецкая республика не сворачивала с пути секуляризации, с того пути, на который поставил ее на эти рельсы Мустафа Кемаль Ататюрк. В выпуске про Реджепа Тайипа Эрдогана мы говорили об этом подробнее. Ссылку вы сейчас видите на экране. С началом 20 века казалось, что путь Турции определен. Она выбрала европейскую интеграцию, хотела вступить в Европейский Союз, и казалось бы, что вот оно, это причудливый мост между Западом и Востоком, страна, где причудливо переплетаются обычаи Востока и Запада, переливаясь в водах Босфора и Дарданелл. Но что-то пошло не так. Европейский Союз не очень хотел видеть Турцию в своих рядах. Со временем это становилось все более очевидно. И Реджеп Тайип Эрдоган, который стал президентом Турции и одним из самых видных турецких политиков современности, решил вести страну своим путем. Это был путь так называемого «Милли Görüş», пути национального видения. Реджеп Тайип Эрдоган решил соединить наследие Мустафы Кемаля Ататюрка и Османской империи. Вообще, Реджеп Тайип Эрдоган – это представитель политического исламизма, да, то есть того течения, которое предполагает значительное влияние религии на политику. И он, грамотно используя и европейские лозунги, и исламистские лозунги, по сути, вывел Турцию в ведущие страны мира. Сегодня даже говоря о том, что Турция член НАТО, а она, как мы помним, действительно член с 1952 года, часто говорят, что Турция, будучи членом НАТО, вообще-то, например, купила у России комплексы ПВО С-400, чем немало напугала и разозлила другие страны НАТО. Сегодня с Турцией считаются во всем мире. И в этом немалая заслуга Эрдогана и немалая заслуга сочетания именно вот этой европейскости и османскости. Османская империя базировалась на аграрном секторе и на торговле, и особенно в последние годы существования действительно отставала от ведущих стран мира. Сегодня Турция фокусируется на производственном секторе, на строительстве, применяет самые современные технологии, и она уже совсем не та отсталая османская страна, а современное и сильное государство. Османская империя была империей, и, как и другие империи, стремилась к расширению своих
владений, к расширению своих колониальных, так сказать, территорий. Современная Турция действует иначе. Она действует методами экономики, методом дипломатии и часто добивается успеха. И тот проект Великого Турана, о котором сегодня говорят в Турции, это проект дипломатический. Никто не ждет, что турецкие войска на танках поедут покорять турецкий мир. Турция сегодня действует тоньше, умнее и во многом удачнее. Турецкая внешняя политика сегодня вполне многовекторная. Турция, например, сохраняет прекрасные отношения с Россией, с которой, как мы помним, Османская империя воевала. А вот сегодня Реджеп Тайип Эрдоган даже удостоился личной похвалы от российского президента Владимира Путина. Сохраняет она прекрасные отношения и с Западом, входит в НАТО и, безусловно, использует это для своих целей и своих интересов. То есть сегодняшняя Турция — это современное, во многом европейское государство. И вот этот налет османского величия — это просто один из грамотных таких вот политических инструментов, которые современная Турция использует. То есть блистательные порты помогает сегодня современной Турции добиваться ее нынешних целей, делать свой народ богаче, а свою страну сильнее. То есть это грамотное использование своего имперского прошлого. Говорить о том, что Реджеп Тайип Эрдоган по-настоящему султан, говорить о том, что Турция — это Османская империя, которая сегодня стремится к территориальным завоеваниям и расширению, это не совсем даже умно. Так что на примере Турецкой Республики мы видим пример довольно удачной работы с прошлым. Это был Алексей Наумов и шоу «Разбор». Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите, в чем бы вы еще хотели вместе разобраться. Встретимся через неделю.